Так, привет, друзья, привет, YouTube, меня зовут Санек, и вы находитесь на канале Лесовозный рейс. Короче, ребят, выезжаю, я должен был сейчас поехать на зимовку, значит, начали открывать потихоньку, на улице небольшие минуса, вот, но направление нам поменяли, поедем мы на магистраль. Почему? Потому что там ребята, короче, два колеса хлопнуло, сейчас надо заехать на шинку, забрать два колеса и отвезти, ребята где-то там возле Объятчего стоят, в общем. Взял с собой, значит, покушать, и, значит, немножко там лимонадик, печенюхи всякие разные, печенюхи, приколюхи, да, так сказать. Вот, значит, ладно, будем трогаться, будем выезжать потихонечку. Поедем сейчас, значит, заедем на... Поедем, значит, сейчас заедем на шинку, вот, заберем эти два колеса, загрузим на себя их, вот, и поедем в сторону магистрали. Вот, говорят, там вроде бы нормально, ни очередей, ничего, никого. Вот, ну, посмотрим, по крайней мере, как оно там. Ладненько, потихонечку выезжаю с стоянки, время уже потемнело. В Визинге, Сеня сейчас звонил, говорит, в Визинге идет дождь. Вот, не знаю, как бы, как там будет дальше, потому что вроде бы и минус, и вроде бы и дождь. Ну, в общем, посмотрим. Вот, так что такие дела. Ладненько, все, трогаемся, поехали пока до шинки. Сейчас загрузим на себя два колеса и тронемся в сторону Объятчего. Че, Матизик, часто ты, наверное, поедешь? Молодец. Так, и нам было сейчас тоже выехать. Оттуда летят, со всех сторон летят. А мы тоже поедем. Все, выходим в сторону Вильгарта. Сейчас заедем в Вильгарте на шинку, заберем колеса. Подъезжаем к этой шиномонтажке. Они, кстати, отстраиваются. У них здесь, не знаю, что-то строят, в общем. Ну, скорее всего, шиномонтажка будет, да? Я так полагаю. Так, у нас здесь еще и заезда, блин, нету. Чуть через сплошную поедем. Ну а куда нам деваться? Поедем через сплошную. Нету прерывистой линии. Нельзя заехать на эту шиномонтажку, короче. Вот, а надо нам сходить будет в магазин. А магазин находится вот там, ребят. Ладно, пойду схожу до магазина. Значит, ребят, везут мои колеса. Сейчас мы их сюда прям на лесораму загрузим. Ты, короче, вот туда загоняй. Да, в середину ложим? Да, в середину, вот туда я ложи. Сейчас я залезу, поправлю. Пойду залезу, поправлю колесики. Пропустили через шашки. Так. Ну и здесь, соответственно, тоже. Здесь, соответственно, тоже вот так через шашки прям пропустили. И трын-тын-тын-тын. И вот здесь, короче, зажали. Все, колесики зажаты, можно двигаться. Ладно, друзья. Колесики привязали. Будем выезжать. Короче, суть в том, что мы здесь выезжаем. Блин, и мы выезжаем через сплошную. Здесь нету прерывистой линии. Ну, друзья, как вы понимаете, вариантов у меня нету. Я не могу здесь развернуться, чтобы выехать в противоположную сторону. Да и потом, если я сейчас выйду в противоположную сторону, мне там негде будет развернуться. Поэтому будем читерить. А ты лети, блядь, быстрее. Лети, фарами моргает. Видишь, блядь, лесовоз выезжает. У меня вариантов нету для маневров. Едет, короче, мыргает мне фарами. Вот, ладненько, короче, ребят, выехали. С города выезжаем, время у нас почти 6 часов. Встречать меня будут на Вухтым, не знаю, как там правильно.
куда ставить ударение. Ну, короче, в общем, там меня будут ждать, надо будет Кыдзявице позвонить, предупредить то, что я проезжаю Кыдзявиц, люди выедут на дорогу, встретят меня, заберут колеса. Ладненько, все, двигаемся. Уже минут, наверное, не знаю, сколько минут, но километров, наверное, 30 уже за мной едут. Там 3 маленьких. Я не знаю, там столько возможностей было погнать. Но они почему-то не обгоняют. Ладно, давайте мы им пропустим. Уступим им дорогу. Пускай уже они уже объедут меня наконец-таки. Потому что уж совсем какие-то нерешительные. Но вот так вот тоже не люблю уступать, ребята. Смотрите, вот их 4, да, и вот они все ломятся. Им не важно, что у меня сейчас закончится полоса. Вот она уже заканчивается. Хорошо эти успели. А вот так вот, если бы был бы 5-й, сейчас бы и 5-й бы еще полез. О, хоть один спасибо сказал. Красавчик, красавчик, дружище. Ладно, остальные решили не помню. А может и я прозевал, может и говорили спасибо. Так, отлично, друзья, до Визинки мы доехали уже. Вот, хочу, короче, остановиться сейчас, посмотреть, что у меня там творится с колесами с моими. Вот, вообще на месте ли они у меня там? Ну, на месте, на трассе так ехал, свет задний включал, смотрел. Вроде бы колеса на месте. Вот, сейчас мы проверим, как они затянуты, притяжечки все. Вот, пойду схожу, короче, посмотрю. Здесь в освещенном месте, вот таком вот остановился. Да, друзья, нормально у нас тросики натянуты. Колесики лежат, никуда не ползут. Все отлично. Все, ребята, с манипулятором захватят. Сразу 2 возьмем. Оп. Оба колесика забрал. И куда себе положить. Ладно, короче, ребят, все, я, поехал дальше. А ехать осталось немного. Короче, друзья, ехал, не доезжая до Объятчего, где-то, наверное, с километра полтора, короче, кто-то сбил лося и уехал, оставили тушу. Там уже автобусник маленький остановилась, сейчас доехал, стою возле Объятчего, вот возле кафешек прям. Позвонил, короче, Коляну, YouTube у него канал свой, кстати, тоже есть, называется Николай 11 регион. Позвонил ему, я говорю, что делаешь? Он говорит, с семьей гуляю. Я говорю, Колян, на маленький, я говорю, подъедь, сейчас с тобой съездим, я говорю, это самое, посмотрим, ну, что там как. Так что, ребят, сейчас он выйдет, мы съездим обратно, посмотрим, значит, что там случилось. Там стоит автобусник просто, ну, туша там здоровая. Здорово, Колян! Паром вот так вот повернись. Это Колян с Объятчего, канал Николай 11 регион. Да, ссылочку оставлю снизу, ребят. Перейдите, посмотрите, если кому интересно. Человек тоже снимает, занимается. Вольву новую себе купил сейчас. С чем я тебя и поздравляю, дайте руку пожму. Слушай. Нихуя себе. Короче, ребят, такая туша лежит. Мать моя женщина. Езжай, мясо нет. А не надо нам мясо! Нет мяса, бунтадыш. А кто сбил? Я сбил. Я шел пешком, а мне въебался. Ребят, вы не переживайте, я вас... Блять, вот сколько вот он весит, да? Блять, смотрите, у него 2 ответа. Блять, взрослый уже. Полтонны весит, да. Ну не нож у тебя, правильно? Нет. Знак стоит. Так а сбили-то в итоге чем? Автобусом, да? Есть 100 километров. Опа, мать. Здоровый бычара. Короче, вот, друзья, представляете, да? Человек, вот если там знак есть, то есть переход диких животных, это сколько там, Колян, штраф? Короче, ну 250 и выше. 250 тысяч, он просто, ну вот ты едешь по трассе, вроде бы ничего не предвещает беды, а тут херак у тебя из-за кустов
бычара в полтонны выскакивает, короче, и вот такая вот ерунда. Ладненько, едем обратно к МАЗу, к лесовозу и поедем дальше. Будем, короче, ехать еще километров 60, наверное, 50-60 вот так. И будем заезжать в лес. Ладненько, короче, что, Колян, поеду я? Давай, Санек. Давай, удачи тебе, увидимся еще. Давай. Так что так, ладненько, все, прощался с Коляном. Всем пока. Все, давай, пока-пока. Так, ну все, друзья, Колян уехал. Посидели с ним немножко, потрещали, поговорили. Про Вольву его новую, там, по мелочи так. Поехал он домой. Вот. Ну, а мы поехали в лес. Уже час почти стою, у меня час лишнего простоя получился. Ну хорошо, сколько вот наблюдал, пустые машины не едут, так что в принципе нормально. Ладно бы если пустые перли, а машины не едут пустые, так что ничего страшного нету. Вот. Ладненько, выдвигаемся, трогаемся. Так, друзья, доехали мы до поворота. Поворачиваем в лес. Ну, шли 19 километров ровно получается. Такая вот здесь дорожка. Плиты бетонные. Песчаная дорога с бетонными плитами, такая немножко подразбитая. Вот. Где-то километров около 10 тоже надо заезжать. Километров 10 до Бракерской, да. Доедем до Бракерской и там уже узнаем. Не был здесь уже давненько, поэтому не знаю я, куда тут ехать. Так, друзья, вот и Бракерская. Раньше она в другом месте была, сейчас она на дороге прямо здесь стоит. Все, мне сейчас осталось сходить, выписать талончик на погрузку и узнать, куда мне надо ехать. Так, ладненько, вот так вот я остановлюсь. Мазик. Тронулись, короче, мы от Бракерской. Вот, ну, Бракер мне объяснила, рассказала, куда ехать. Больно сложная схема. В общем, поворот на вахту будет налево. Поворот на вахту мы проезжаем. Следующий поворот поворачиваем опять налево. Едем до следующего перекрестка. На перекрестке будет манипулятор грузить. Либо слева, либо справа. Надо будет покричать 55-й квартал. Если там у него осины нету, а мне надо загрузиться обязательно осиной, то мы, значит, поворачиваем на том перекрестке направо, едем до реки Сетка, проезжаем реку Сетка и на третьем повороте поворачиваем налево. Там грузит уже трактор. Короче, вот такая вот схема. Ладно, сейчас до 55-го квартала доедем, там покричим, узнаем. Так, да, вот она, получается, вахта. Все правильно, вот он перекресток вахта. Вот, мы его проезжаем, тут же он сразу же, грубо говоря, за Бракерской есть. Все, и следующий перекресток мы поворачиваем налево. Очень сильно трясет, ребят, вот едем по настилу, по такому. Ну, свежевыложенный, это подъем, только что прошел мостик. Большой такой маленький мостик. И подъем крутой. Сильно разбитый, видать, был. Очень тяжело по нему ездить. И вот таким вот образом. Ну все, настил закончился. Ничего, ничего, да, вот на улице холодает, да, и дороги уже становятся лучше. Дороги стали получше. Все равно холод немножко вытесняет влагу, дороги подсушиваются. Трясет сильно, да. Короче, друзья, опять еду жопным ходом. Короче, повернул я не туда. Выезжал сейчас Санька Черных, когда-то с ним вместе работали. Я его узнал, я говорю, где манипулятор? Он говорит, ну направо там, говорит, какой-то грузит. Не, оказывается, не тот, короче, манипулятор нужен. Мне нужен другой манипулятор. И вот сейчас опять еду жопным ходом. Тут метров, конечно, недалеко я уехал, метров 200, наверное, всего. Сейчас еще надо... Мало того, что я, друзья, еду жопным ходом. Мало того, что жопным ходом, мне еще надо вот под то зеркало сейчас в темноте заехать в поворот под 90 градусов, блин. Ладно, да я это снимать, конечно, не буду, потому что это очень тяжело одновременно следить и за телефоном, и, ну, то есть снимать, и рулить еще в поворот, еще и направо, задом заезжать с прицепом, ну, как бы это не полуприцеп.
Поэтому так, ладно, вот я уже начал заезжать потихоньку в этот поворот. Он что-то заламывает меня. Ладно, все, короче, заеду, потом поснимаем. Ну что, друзья, наконец-то я нашел, куда мне надо ехать, блин. Сказали налево повернуть, еду, ничего, никого нету, блин, куда еду, хер его знает. Выходит навстречу манипулятор, кричу, не отзывается. А что оказывается, друзья? Кто-то едет на 15-м, а кто-то едет на 11-м. На Бракерской висит объявление. После Бракерской переходим на 11-й канал. Все, всем все понятно. Только кто-то, блядь, переходит, извиняюсь за матюки. Кто-то переходит, а кто-то нет. Половина отвлекается, а половина нет. Короче, вот такие вот дела. Ладно, уже манипулятор сзади у меня остался. Я уже сейчас на разворот еду. Где-то, говорит, здесь недалеко должен быть. Справа, говорит, увидишь, там будет разворотик. Река Айвож. Айвож. И там, что ли, тоже Айвож. Черт поймешь. О, Айвож, черт поймешь. Ладно, едем сейчас. Будем разворачиваться. Все, ребят, погрузочка идет. Быстро закидает. Короче, получается, я приехал. Вот. Сразу первый. Никого нету вообще, ни одной машины. Залетел, развернулся, все, встал сразу под погрузку. Отлично. Ладно, друзья, в общем, меня загрузили. Что-то появилось такое легкое чувство голода. Решил немножко заморить червячка, сделал пару бутербродиков, налил чайку. Сейчас быстренько перекусим. Вот, и поедем на Бракерской. Что-то я тут даже не засек, если честно, сколько заезжать. 53. Не засек, сколько заезжать. Где-то порядка около 20 километров, наверное, до Бракерской будет. Ну ничего, быстренько, рядышком. С асфальта заехали всего. Получается, всего 55 километров. Так что очень даже себе приемлемо. Ладненько, перекусываем и в путь, дорожку в сторону города. Надо сегодня пройти весы, ребята. Время у нас уже 12 часов, то есть предположительно где-то часа в 4 утра я должен там проехать. Вот, ну это если все сложится так, как я думаю. Ладненько, я перекусываю и поехали. Короче, друзья, стою, жду дальше. Короче, перегрузили меня. Больно много загружено. 39 получилось. А на моде по-любому добавят. Так что поэтому стоим. Ждем какой-нибудь манипулятор. Либо пустой, либо груженный. Не знаю, кто-нибудь приедет, короче, и скинет мне хотя бы 1-2 захвата. Вот сюда он перед будкой с рядышком скинем. Так что так, не знаю, сколько подождать придется. Друзья, дождался манипулятора. 3 часа простоял. Короче, как оказалось, что у него тоже лишнее. Сейчас он с себя еще уберет. И, короче, захват. И потом с меня вот весь вот этот верхний ряд, который весь надо снять. Короче, друзья, вот эти вот огоньки блатные такие. Такие вот. Они очень-очень дорогие. Достаточно такие дорогие, а их тут еще и 6 штук на машине стоит. Короче, убирает он у меня весь верхний ряд. Ладненько, сейчас, короче, все скинет и пойдем документы писать и поедем. Наконец-то, друзья, блин, мне выписали эти долбаные документы. И время у нас уже 4 часа. Я сюда приехал на Бракерскую в час с копейками. Короче, 3 часа, лишние 3 часа простоя, не успел. Я думал, короче, по моим расчетам, в это время я должен был уже подъезжать к городу. Но так как вот так вот получилось, короче, вот так вот получилось, что я перебрал. И в итоге пришлось 3 часа стоять, ждать манипулятор. Подъехал манипулятор, тоже оказалось, что у него тоже перебор. Вот такая вот петрушка, друзья. Ну все, моя задача сейчас доехать до асфальта. Вот, и скорее всего я все-таки лягу, посплю, потому что спать уже немножко хочется, уже притормаживать начинаю. Даже вот, если можно,
Если кто-то заметил, даже речь немножко притормаживает. Уже у меня обычно как? У меня обычно слова не успевают за моими мыслями. То есть думаю я быстрее, чем говорю. И иногда бывает с темы на тему перепрыгиваю, не договорив одну, начинаю уже другую. За мной такое часто бывает. Но в этом же случае сейчас у меня наоборот. Даже паузы появляются какие-то. Ладно, все, доезжаем до асфальта, ищем какое-нибудь место и ляжем поспим. Да, вот это вот я поспал, друзья, называется. Короче, лег я где-то в районе 5 часов утра я поспать. Сейчас у нас время аж 9:30, даже без 20:10 уже. Короче, долго я сплю. Поставил будильник, не знаю, то ли я проснулся и будильник выключил, то ли он реально не сработал. Ну, в смысле, проснулся и выключил во сне, то ли он реально не сработал, не знаю, как так получилось. Друзья, в Ухтыме до сих пор продают, стоят. То ли клюква там, то ли, не знаю, не видно, короче, красные ягоды, клюква, по-моему. Огуречки соленые. Так, а у нас загорелся зеленый. И поехали. Друзья, от моста, я не знаю, не одну половину уже все лето колупают. Делают они капитально. Полностью меняют мост, грубо говоря, новый, залитый. Все новое, уже идет арматура, вязка, все. Вот, будет новый мост. А здесь вот, правда, весь такой в дырах, уже весь разбитый. Блогер, ты что ли, Саня? Да, я. Здорово, здорово. Привет, пишу, передавай приветы в прямом эфире. Че, куда ездил? Магистраль. Че там, как машина? Слушай, у меня вообще не было машин. Я приехал, первый был, да перегрузил. В итоге на Бракерской ждал 4 часа манипулятора. Такая же, вчера были, блядь, тоже 31, 20, блядь, побилила нас, ебана, что делать, манипулятор будет ждать, блядь. Понятно. Ладно, давайте, парни, удачи. Давай, давай. Короче, такая вот стояла аварийка. Решил поснимать немножко. Стоит опасно. Ну, хотел сказать про то, что так опасно, стоит. Прям поворот, прям всю полосу занял. Вот. Ну, видать, нету возможности. У него была возможность съехать на обочину. Только включил камеру и сразу там Саня блогер, привет. Вот, ребята, что хотел сказать, да? Вот, многие там Саня блогер, ребят, я не знаю, мне, например, больше нравится Саня ютубер. Ну, потому что блогер это какое-то такое, смазливое такое название, не знаю, больше там, не знаю даже для кого подходит, мне кажется, не для меня все-таки. Так что так, ребят, ну ладно, я не в обиде, как бы нормально все, то есть блогер, так блогер, как хотите, так называйте. До города уже доехали, слава богу. Мерсик шел пустой сейчас навстречу, говорит, я спросил, что там, как обстановочка, говорит, нормально, говорит, все. Машинка, говорит, стоит, но на улице, говорит, нету никого. Ну, передо мной там немало лесовозов ушло с 30-кой. Вася сейчас обгонял, Мерс там меня обгонял, еще одна скамеечка там обгоняла. В общем, все они с 30-кой шли, ну, все передо мной, я думаю, что если они проскочили, как бы, то и мы проскочим. Ладненько, доедем сейчас до весов. Неприятная, конечно, ситуация, друзья, да, вот у меня, кто не в курсе, кто не видел, на канале есть видеоролик, как я попался на весах. В общем, с перегрузом меня поймали на весах. Вот. Ссылочку оставлю тоже внизу в описании. Кто не смотрел, переходите, посмотрите. Неприятная ситуация, да, не хотелось бы, ее повторять, потому что, ну, это уже будет совсем борщ. Потому что штрафы там не маленькие, у меня часть вторая там от 250 тысяч, то есть перегруз, общая масса, что-то там, короче, сколько-то процентов и по осям 10%, и получается штраф от 250 тысяч, представляете?
Вот. А кто-то еще бывает в комментариях пишет: маленькие штрафы, надо вам больше давать, дороги ломаете. Да, дороги ломаем, друзья, такие налоги платим не маленькие. Вот, и топливо сколько стоит и так далее. Ладненько, едем сейчас до Вицов. Надеюсь, все будет хорошо. На, спокойненько, нету никого не видать. Ямки. Ну, видно, кого-то взвешивали недавно, следы свежие, вот заезда, выезда. Обочина тоже там раскатанная, по-моему, даже ИТЭКа загоняли. Хотя навряд ли, обычно лесовозов только здесь у нас загоняют. Вот. Но весы, видно, работают, следы прям свежие. Сегодня кого-то взвешивали уже совсем недавно. Друзья, у нас вот эта вот объездная, да, города Сыктывкара, она у нас протяженностью 35, по-моему, или 37 километров. И вот сколько замечал, постоянно тут начинаются какие-то гонки. Вот пока до объездной все едет, все спокойно, как все только встали в общую струю, ну это уже все прямая дорога на комбинат. Вот, все, сразу же начинаются гонки, все друг друга пытаются обогнать. Там уже кто всю дорогу ехал 80, уже там едет 85-90. Вот, короче, начинаются вот такие гонки. И в том году, получается, зимой было ДТП, серьезное ДТП было на мосту. То есть, ну, никак не объехать это ДТП было, там мостик, и прямо на мосту там лесовоз груженный собрал кучу 3 пустых лесовозов. Вот, и, значит, было там еще газель, по-моему, зацепили, или что там, газончик был, газель была. Вот, еще его зацепили. Вот, и, в общем, пробка у нас была, ну, затор из лесовозов у нас был протяженностью почти 7 километров аж до Тылаю. То есть очень много лесовозов стояло. Вот, еще время зима была, самое ходовое такое, то есть лесовозов много едет. И когда вот все-таки дорогу открыли, ребят, тут такие гонки начались. Тут просто, вот представляете, колонна лесовозов 7 километров. И кто кого там пытался обогнать. И так, и сяк. Хорошо, я тоже стоял в этой колонне, да, я тоже стоял в этой пробке. Но я ехал тогда на Чивью. Вот, и свернул на Чивью. И слышу там только по рации: давай, Виталя, газуй там. Короче, вообще там такое было, блин. Вот, ну ладно, сейчас вот просто тоже вот еду, вот Монти меня догнал. Я 80-81 иду, и держится в хвосте, как бы не отстает, не обгоняет, ничего. Но они все равно ездят там по кругу, они рамку объезжают, мы рамку не объезжаем, мы через рамки ездим. Так что он не конкурент в очереди, так сказать. Вот такие вот здесь мега-гигантские трубы, ребят, стоят. Доехал я уже до комбината, чуть-чуть осталось. По Ухтинскому шоссе. Сейчас повернем на Ухтинку, сходим, поставим отметочку о том, что я приехал. И поедем заезжать на выгрузку. Скамеечки стоят, блин, отметку заняли. Ладно, 2 места еще есть. Сейчас они тронутся еще, наверное, конечно. Паша, места нету? Давай, езжай, блин, красный уже горит. Еще стоит. А вон там первый трогается. Что там, ребят, место на отметку спрашивали? Наш вокзал. Ходим, может, Так, все, вот так вот остановимся против заправочки. Ладно, друзья, одеваю другие педали, точнее сапоги, и поскакал на отметку.
Знаете, друзья, раньше был пешеходный переход тут, чтобы можно было переходить, но его закрыли, видимо, опасный был переход, поэтому все сделали. Ну, в общем, народная тропа такая вот, сделали такую тропинку через лесок, вот, и ходим так, ходим через лески, короче, ходим, вот, в надежде, убрали пешеходный переход, думали, что вот через тот светофор водители начнут ходить, короче, через светофор. Но понятно, что через светофор никто ходить не будет. А мы трогаемся потихонечку. Что-то там на шлагбауме с местом проблема. Это сейчас говорил. Сейчас спросим. На шлагбауме место есть, ребят? Да, можешь подъехать. Приел. Сказали, можешь подъехать. Место появилось. Ладно, поедем на шлагбаум, выгружаемся. И поедем в гараж пока. Там решим, будут рейсы, еще не будут. Поэтому так, друзья, ладненько, все. Всем, кто досмотрел видеоролик до конца, всем огромное спасибо. Все, кто сейчас кушал, всем приятного аппетита. Всем до встречи. Всем пока.